Я всегда чувствовал, что между вами что-то было. Так говорят некоторые мои клиенты. Сегодня мы поговорим на тему измен. Привет, я Ольга Вастикова, магистр по психологии, помогаю моим клиентам стать увереннее в себе и построить счастливые отношения. Из этого ролика ты узнаешь разницу между мужской и женской изменой. Что такое измена и почему она происходит? История моего клиента Арсения. Почему девушки изменяют? Чем страшна женская измена? В конце видео я расскажу, что делать, если измена произошла. Почему измена так болезненна? Измена – это не просто акт физической неверности, это сложный психологический процесс, который может раскрывать глубоко спрятанные проблемы в отношениях или какие-то личные травмы. Статистика говорит нам о том, что около 70% мужчин и 25% женщин хотя бы раз в жизни изменяли своим супругам. Однако самое интересное не в самих цифрах, а в последствиях. По данным исследованиям, большинство пар, которые столкнулись с изменой, испытывают серьезные трудности в восстановлении доверия, и это может привести к разрыву. Но также есть и те, кто считает, что трудности после измены сделали их отношения гораздо крепче. Измена – это вызов, который ставит перед парой вопросы о доверии, договоренностях, привязанностях и настоящей любви. Что такое измена и почему она происходит? Измена – это нарушение обещания или доверия, которое дается партнеру. Это может быть физические или эмоциональные отношения, которые происходят не в рамках ваших договоренностей с партнером. Причины могут включать в себя различные дефициты, проблемы в отношениях, искушения, поиск новых ощущений, да и много чего другого. Гормон любви окситоцин играет ключевую роль в социальных связях, а также в романтических отношениях. После близости у людей вырабатывается этот гормон, и он способствует чувству привязанности. Это такое наследие эволюции, которое подсказывает, что потенциальный партнер может быть подходящим кандидатом для размножения и заботы о потомстве. Мужчины и женщины часто различно реагируют на измены. Исследования показывают, что многие мужчины больше озабочены физической неверностью, а вот женщины – эмоциональной. Однако такое разделение очень условное, и реакции на измену могут сильно варьироваться в зависимости от человека и его личных ценностей. Вне зависимости от пола измена вызывает глубокую эмоциональную рану. Для того, чтобы с этим справиться, иногда требуется много времени, усилий и работы с психологом. Давай проведем тест. Способны ли вы на измену? Сейчас я назову 5 утверждений. Если вы считаете, что утверждение верное, то ответьте «да». Если нет, то просто перейдите к следующему вопросу. Вы легко заводите новые романтические отношения, даже когда находитесь в отношениях с кем-то. Вам трудно сказать «нет», когда вас заманивают в новые романтические интриги. Вы часто чувствуете, что вам не хватает внимания или новизны в текущих отношениях. Вы склонны скрывать свои истинные чувства или действия от партнера. Вы часто задаетесь вопросом, не пропустили ли вы кого-то лучше, даже когда у вас есть партнер. Результаты. Если вы ответили «да» на более чем 3 вопроса, то, скорее всего, вы способны на измену. Это может быть признаком того, что вам нужна работа над своими отношениями и стремиться углубить связь с партнером. Понимание и осознание своих чувств – это первый шаг к изменению. Давайте посмотрим на историю моего клиента Арсения. Арсений нашел меня через рекомендации своих друзей, которые когда-то тоже сталкивались со сложностями в жизненных проблемах. Арсений хотел поговорить об отношениях со своей женой Оксаной, и именно это привело его к чувству вины. На протяжении многих лет Оксана и Арсений строили свою семейную жизнь, и их жизнь была полна взлетов и падений. Однако за последний год в их отношениях возникли непреодолимые трудности. Оксана и Арсений столкнулись с проблемой, которая как камень преткновения для многих пар. Это сексуальная несовместимость. Оксана столкнулась со своим внутренним демоном и начала лишать Арсения интимности. Это создало огромное напряжение в их отношениях. Арсений стал искать утешения и понимания и, к сожалению, нашел ее в объятиях другой женщины. Оксана обнаружила эту измену и, конечно же, был
Скандал. Вместо того, чтобы обсудить причины измены и пытаться разобраться в чувствах, Оксана использовала это обстоятельство, чтобы внушить Арсению глубокое чувство вины. Его чувство вины было настолько сильным, что он даже стал закрывать глаза на то, что Оксана завела себе любовника в качестве мести. Она использовала свое право на измену как оружие. Она утверждала, что это его вина, что их отношения дошли до такой точки. Арсений постоянно ощущал себя виноватым, и это привело его к депрессивному расстройству и стрессу. Это стало основным поводом, почему он обратился ко мне за помощью. Когда Арсений впервые пришел ко мне на консультацию, я заметила его тяжелый взгляд и чувство отчаяния. Он был явно истощен эмоционально. Когда он начал свой рассказ, он делал глубокие вдохи, подбирал слова и пытался донести до меня всю глубину своей боли. Чувство вины, которое Оксана внушила ему, стало ядом для его души. Он рассказал, что из-за этого он не мог радоваться мелочам в жизни. Он постоянно переживал и осуждал себя. На работе он не мог сосредоточиться, часто был рассеян и отвлекался на внутренние переживания. Он избегал общения с друзьями, боялся осуждения и стал более замкнутым. Самым болезненным было то, что чувство вины начало касаться и его отношений с детьми. Он стал меньше времени проводить с ними, потому что он боялся, что проблемы могут каким-то образом отразиться и на них. Его невидимая цепь вины стала стягивать его. Эта цепь не позволяла ему жить полноценной жизнью. А Оксана, в свою очередь, стала еще более контролирующей и доминирующей. Ее любовник стал постоянным гостем в их доме, и Арсений чувствовал себя бесправным, потому что чувство вины душило его. С первых минут нашей работы стало ясно, что Арсению нужно было пространство, где он может быть услышанным без осуждения. Мы начали с простых упражнений на осознанность, понимание того, что произошло и какие эмоции это вызвало. Это позволило ему разобраться в своих чувствах и определить, что именно привело его к такой точке в его жизни. В процессе наших консультаций Арсений понял, что его действия стали результатом глубоких проблем в их отношениях, а не просто физическая измена. Он осознал, что внутренние конфликты и непонимание в отношениях с Оксаной привели его к тому, что он искал утешение где-то еще. Мы также обсудили, что чувство вины, которое Оксана внушила ему, превратилось в инструмент ее манипуляции. Арсений осознал, что обе стороны виноваты в сложившейся ситуации и что он не один несет ответственность за произошедшее. В конечном итоге Арсений пришел к выводу, что он заслуживает прощения и прежде всего от самого себя. Он осознал, что не может изменить прошлое, но может как-то контролировать свои действия в настоящем и в будущем. Наши сессии помогли ему вернуть уверенность в себе и понять, что он может построить отношения, которые основаны на доверии, понимании и взаимном уважении. После нескольких консультаций и глубокой проработки своих чувств Арсений пришел к решению, что нужно уйти из отношений с Оксаной. Он понял, что их брак стал ядом для обоих и что продолжать жить в таких токсичных отношениях не лучший выбор для него. А еще он осознал, что для восстановления своей душевной гармонии ему нужно научиться строить здоровые отношения. Этот шаг был очень непростым, потому что Арсений боялся одиночества, он боялся реакции детей и общественного осуждения. Но его желание жить счастливо и быть в гармонии с собой было гораздо сильнее. Он начал работать над собой, изучать свои внутренние страхи, принимать свои ошибки и стремиться к лучшему. Моя профессиональная поддержка очень помогла Арсению пройти через развод. Течением времени, благодаря консультациям со мной и его глубокой работой над собой, Арсений смог простить себя и стать более уверенным в себе, чтобы идти дальше. В истории Арсения было две измены. Давай поговорим, в чем же разница между мужской и женской изменой. Итак, разница между мужской и женской изменой. Мужская измена, как правило, основана на физическом влечении или потребности в новом опыте. Часто происходит без создания эмоциональных связей с партнером. Мужчины могут разделить физическую и эмоциональную близость, и измена может произойти без привязанности к новому партнеру. Женская же измена чаще всего происходит из-за эмоциональной неудовлетворенности или потребности в эмоциональной близости. Женщины, как правило, ищут внимания, понимания или уважения, которого им не хватает в текущих отношениях.
Эмоциональная связь с партнером по измене часто глубокая, и это очень сильно осложняет ситуацию. Поэтому мужская измена может иногда укреплять отношения, а вот женская измена имеет более серьезные последствия. Измена, вне зависимости от ее характера, проблема очень сложная, и она требует внимания и понимания от обоих партнеров. 5 причин измены в отношениях. Отсутствие эмоциональной близости. Вне зависимости от того, какой у вас пол, когда человек чувствует нехватку эмоционального контакта и понимания со стороны партнера, это может привести к поискам утешения вне основных отношений. Потеря физической близости. Если физическая сторона отношений ослабевает или полностью отсутствует, это может вызвать чувство отверженности и желание искать физическое удовлетворение где-то там еще. Недостаток внимания. Многие люди, которые чувствуют, что их партнер больше не уделяет им достаточного внимания или времени, могут искать это внимание и признание в другом месте. Низкая самооценка. Люди, у которых низкая самооценка, иногда могут искать подтверждение своей привлекательности через внешние романтические или физические связи. Желание перемен. Вне зависимости от того, мужчина это или женщина, рутина в отношениях может вызвать желание искать новые ощущения или вспомнить молодые годы свободы. Каждый человек и его ситуация уникальны. Эти 5 причин могут объяснить многие случаи измены. Однако всегда существуют индивидуальные факторы и обстоятельства. Что важно сделать, если произошла измена? Принять ответственность и поработать с чувством вины. Справиться с этим самостоятельно может быть крайне сложно. Понимание и прощение себя. Чувство вины может стать преградой на пути к личному развитию. Важно разобраться в причинах своих действий и простить себя. Это не означает оправдание своего поступка, но признание ошибки и прощение себя помогут идти вперед. Открытый диалог с партнером. Необходимо обсудить произошедшее, выразить свои чувства, понять чувства партнера и быть готовым к откровенному разговору. Понимание причины измены. Старайтесь понять свои мотивы и то, что привело к такому поступку. Это поможет лучше осознать свои дефициты и предотвратить подобные ситуации в будущем. Еще у меня есть 5-й способ разобраться с изменой. Часто чувство вины настолько сильное, настолько сковывает, что даже рассказать никому об этом не получается, потому что становится очень стыдно. Со всем этим сложно справиться самостоятельно. Поэтому лучше обратиться к профессиональному психологу, который поможет безопасно и конфиденциально разобраться в ситуации. Ты можешь обратиться ко мне или моим коллегам из команды. Записаться можно по ссылке. У тебя всегда есть выбор – оставить все, как у вас есть сейчас, без рисков и изменений, или довериться психологу и сделать свою жизнь такой, какой хочется. До встречи!